Друзья, знаете, что общего у меня, у вас, у этого откушенного банана и у темы нашего сегодняшнего ролика? Всех нас, весь этот квадрат объединяет одно слово. Одно слово – зависть. Друзья, сегодня мы будем говорить с вами о том, как правильно завидовать. Друзья, вариантов много, согласитесь. В детском саду вашему другу купили фигурку Спайдермена, а вам нет. В школе у этой быстрее выросли сиськи, а еще у нее есть парень, а дальше вам уже 20, а сессию вы сдали кое-как, потому что не хотите и вам лень, и вообще не туда поступили. А у одногруппника и леницы уже все получается, им это интересно, и они, значит, не страдают, и все у них в жизни хорошо. А потом вы узнаете про любого человека, который младше и успешнее вас. И вы завидуете. У вас щемит в груди, бурлит живот, и вообще вас распирает от чувства несправедливости и наковальни. Вас бьют сопроводители, чувство горечи, обиды, ненависти, может быть даже. Но, наверное, все же вы сознательный человек и понимаете или начали в какой-то момент понимать, что это зависть совершенно естественное и совершенно правильное чувство, которое должен испытывать человек, который себя не любит и который является невротиком. Зависть возникает ровно по одной причине. Вы сравниваете себя с другими людьми и, конечно, не зная всей их истории и всей закулисной жизни, думаете, что вы недостойны и наоборот. Почему вы так пашете, при этом у вас нет ничего, чтобы вы хотели, а у других есть все? Так вот, вы завидуете, потому что сравниваете себя с другими людьми, а сравниваете вы себя с другими людьми, потому что... Гималайский не верблюд. Потому что вы недовольны собой, а собой вы недовольны потому, что себя вы не любите. А дальше два вопроса. А как правильно завидовать и как от себя? Начнем мы со второго, потому что он нам как раз позволит ответить и на первый вопрос. От себя, да, перестаньте требовать непомерностей, от которых вы страдаете. Не надо забивать на себя, не надо лениться, но не надо постоянно находиться в ужасе от того, насколько вы не соответствуете своим собственным ожиданиям. В работе, в одежде, во внешности. Поймите, что вы — это именно вы, та самая фраза. Вы делаете столько, сколько можете. И еще чуть-чуть. Если вы можете не спать 7 суток и за это не корить себя, а жить так, быть в гармонии в связи с этим отсутствием сна в течение 7 суток, отлично, не лишайте, кстати, себя сна на 7 суток, это опасно. Мясников, хватит спать. Но это образ, хорошо? Это образ недостижимой цели,
которую вы поставили перед собой когда-то и где-то далеко. И вы пытаетесь к ней бежать, вы пытаетесь лететь со всех ног, лишь бы не стоять на месте, но вы выгораете. Это не ваш темп, это не ваши возможности, вы не готовы к этому. Вы выгораете по массе причин. У вас появляются незакрытые гештальты, вы начинаете меньше любить себя, меньше позволять себе. Я не говорю про орешки, да, на последние деньги вашего 8-го сожителя купленные. Нет, я говорю о том, что берите от жизни столько, сколько сможете унести. Та самая фраза. Вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить. А давайте жизни столько, сколько сможете дать и остаться при этом в сознании. Сейчас важно. Если вы не знаете, как отъебаться от себя, просто остановитесь, перестаньте делать все, что делаете. В рамках обсуждаемых возможностей и физических ограничений, конечно, но остановите те процессы жизни, которые мешают вам. Маленький пример. Нужно вынести мусор. На дворе ночь. Но мусор прям нужно вынести. Ваш родственник против. Есть примета, поверье, если угодно. Если вы не знали, на ночь глядя мусор не выносят. Иначе все умрут страшной и мучительной смертью предателя и скверного человека. Но вы очень хотите вынести мусор, потому что он вообще-то смердит. И вы берете и выносите. Какие суеверия, о чем? Если вы мне скажете, что выносить ночью мусор не стоит, потому что возле баков может кто-то копаться, и у вас может возникнуть конфликт на этой почве. Обитают там, может, убийцы какие-нибудь, кровавые маньяки, то это меня, может, и остановит. Но суеверие, блядь. Ребят, ну вы чё? Ну это не аргумент. Я выношу мусор, и на этом все. Если вы не знаете, что пить сегодня на завтрак, чай или кофе, и тупите у плиты уже минут 10, то отъебитесь от себя. Возьмите ту упаковку, что физически ближе к вам, и заткните себе уже мозг. Перестаньте думать. Примите ситуацию, что вы не можете определиться, и научитесь определяться. Научитесь решать маленькие задачи. Научитесь жить ту жизнь, которую вы хотите жить, и невозможно ее жить, если вы хотите только этого. Вам нужно хотеть того, что вы хотите, и знать, что вы хотите во всех самых мелких проявлениях вашей жизни. И в средних задачах, и в больших. Переходите от выбора варить макароны или помыть голову к выбору идти на работу или не идти на работу. Переезжать ли в другую страну или не переезжать. Повышайте постепенно уровень того, насколько ваши решения вам подходят, и понижайте уровень того, насколько принятие этих решений беспокоит вас. Вы должны быть уверены, и вы этой уверенности должны учиться постепенно и аккуратно. И когда вы будете уверены в том, что вы хотите, когда вы будете знать свои возможности, сколько, что и как я могу сделать, вынести, прежде чем выгорю. Когда вы будете знать, что вас мотивирует, что приносит вам радость и счастье. Они, кстати, могут быть выражены деньгами. Это так. В вашей жизни появится определенность, и вы перестанете мотаться из стороны в сторону и распыляться по разным вопросам. И вы почувствуете, что человек, который уверен в своих действиях и силах, и в себе, который любит себя за то, что долгопринимаемые им решения радуют его, и они правильные, они стабильные, они эту стабильность приносят, потому что и поэтому комфортные, не нуждается в сравнении себя с другими людьми, а значит не нуждается в зависти. Ну, теперь второй вопрос. Как правильно завидовать? Ну, давайте так. Если мы не достигли точки, описанной чуть выше по тексту, то правильно не завидовать.
Логично, да? А если уж завидовать, то той версии себя, которой вы бы хотели быть, но почему-то не можете. Если же точка консенсуса все-таки достигнута, и вы уверены в себе, и вы любите себя, тогда можете завидовать от всего сердца, знаете. Если вы не знали, в русском языке есть такое понятие, как белая зависть. Это то же самое, что и обычная зависть, но совершенно наоборот. Это отрицание черной зависти. То есть вы испытываете не злость и раздражение за успехи другого человека, а искренне и совершенно радуетесь и остаетесь довольны успехами другого человека. И вы хвалите его от всей души, если вам действительно интересен этот человек и его успех, и все остаются довольны. Вы проникаетесь его успехом, и вы можете, более того, извлечь пользу для себя из радости за успех другого человека. Вы можете сделать себя лучше, добавив белое сравнение. Нет ведь ничего стыдного в том, чтобы хотеть что-то точно такое же, что есть у какого-то другого человека. Вы просто ставите себе цель, еще одну цель. Но теперь к цели вы уже умеете идти. Вы начинаете с малого и спокойно следуете в рамках ваших актуальных возможностей. Вам не нужно вставать с колен, как некоторые. Вам нужно дойти до своей цели, вам падать вообще не резонно, чтобы потом вставать. Но иногда бывает проблема. Люди могут подумать, что ваша белая зависть — это сарказм. Знаете, что мы делаем в таких случаях? Мы говорим: во-первых, это не сарказм, во-вторых, да похуй. Если вы не готовы принять радость другого человека, не давайте ему поводов для радости. Шутка. Поэтому лучше пойдите и съешьте банан. Из первого анекдота. Все, подписывайтесь на соцсети, на Инстаграм, на Телеграм, на Бусти можете подписаться, я скажу вам спасибо. Завидуйте сознанием дела. Бывайте, ихтиандры хуевы. Всем пока. Чао.